Ну что ж, всех приветствую. У меня тут в игре уже наступила зима. Все начинает замерзать, как вы вот видите. Вместо дождя у меня теперь будет снег. И этот выпуск у нас, соответственно, будет о транспорте. Будем мы делать магнитное судно на магнитной подушке, делать скутер и делать, соответственно, вагонетку моторизированную. Давайте это все подробно рассмотрим. Моторизированная вагонетка у нас делается из вагонетки и двигателя. Двигатель делается из 4 шпинделей из инструментальной стали, делается из 4 слитков нержавеющей стали и части двигателя. Части двигателя делаются у нас на пресс-форме. Она так и называется, пресс-форма сплава. Выход части двигателя, output, то есть output это выход. И давайте это все рассмотрим более ближе и детально, потому как двигатель у нас будет использоваться во многих местах. Вот даже, к примеру, кликаем на двигатель, и вот, к примеру, скутер. Для скутера нужен тот самый двигатель, седло, 2 шпинделя инструментальной стали и шина. Шина делается из серной пыли, она добывается непосредственно как в Незере, и также можно сделать его из белого известняка. Вот на молотковой мельнице можно, к примеру, назерит переработать и получить с 15% шансом серную пыль. Можно в реакторе синтезировать черный ликер и вода. Мы получим капли каменной угольной смолы и серная пыль, пропустив через никелевый катализатор. Или же через молотковую мельницу. Огненный стержень. Вот через обычную железную мы получаем ресурсы. Через титановую серу непосредственно, через титановую уже назерит. Тут, конечно, уже выше шанс получить серную пыль, которая нам нужна будет для шин, покрышек. И через процесс пивоварения. Это горячий источник, есть такая вода. Туда мы добавляем метаноген. Такая вот бактерия интересная, красивая, розовенькая, я бы даже сказал миленькая отчасти. И дает она нам серную пыль. Также можно использовать воду с добавлением нижней плесени, то есть светящийся камень, здесь пояснение небольшое, и ящиком с адского нароста. Получаем мы серную пыль и, соответственно, нижнее вино. Вот такие вот рецепты у этого всего. Вернемся обратно к двигателю и посмотрим, соответственно, другие варианты. Не варианты, а предметы. Углеродная черная бутылка. Делается капля каменной угольной смолы с водой через никелевый катализатор. Мы будем получать мазут, будем получать углеродная черная бутылка и серная пыль. Также можно это получать и другими методами. Вернемся к нашему двигателю, вот так. И вернемся к нашим покрышкам. Нет, другим способом мы не можем получить. Я немножко опростоволосился. Так что, да. Возвращаемся к нашему двигателю и рассмотрим, соответственно, последнее. Сгусток слизи вы все знаете, где можно найти. Это наша многострадальная слизь. И синтетическая капля. Синтетическая капля это у нас топливный газ и аммиак. Это мы как раз и будем рассматривать, из-за чего у нас и будет выпуск немного длиннее. И тут нужен висмутовый катализатор. В общем-то, удовольствие не из дешевых, но все это мы рассмотрим. И, соответственно, магнитное судно. Где оно у нас? Магнитное судно делается из морозильника, 2 шпинделей инструментальной стали, седло и СК-магнит. СК-магнит делается на пресс-форме. Он так называется СК-магнит, пресс-форма сплава. БСККО слиток и титановый слиток. Всего по 4 штуки. Мы получаем СК-магнит. Сама же пресс-форма делается из 2 стальных из 2 слитков инструментальной стали и, соответственно, БСККО слиток. Эти слитки мы уже рассматривали, как их получать. Пресс-форму я уже показывал, как делать. Непосредственно она делается на верстаке. Так же, как и пресс-форма части двигателя. Это алюминиевый блок. И слитки инструментальной стали. 2 штуки. Теперь вернемся к морозильнику. Морозильник я в бактериях в предыдущем выпуске показывал, как мы его использовали.
И в этот раз я покажу, как его делать в режиме выживания. Вот 3 слитка из нержавеющей стали, шпиндель инструментальной стали, стержень энда или же пакет с аммиаком и 2 контейнера IBC с пакетиками воды или же ведром воды. Давайте рассмотрим что-нибудь попроще. Вот давайте я возьму пакетик воды. Даже не то, что пакетик, а просто пакетики. И, соответственно, я тут уже жарил. Вот она, известняковая пыль. Если мы ее пережарим, мы можем получить щелочную пыль. Из нее мы как раз и будем делать наш самый аммиак. Где у нас тут? Листаем, листаем. Вот, мы нашли. Для этого мы будем получать водород, кислород при использовании щелочной пыли и воды. То, что нам как раз и надо. Мы будем получать водород, который мы будем потом использовать для других целей. Давайте вернемся к нашему аммиаку. Где у нас тут? 2М аммиак. И вот рассмотрим. Это у нас водород и магнетит в реакторной обработке. Ну что ж, забираем нашу щелочную пыль. Идем к нашему реактору. Так как у нас все-таки наступила зима, здесь у нас уже прохладно. И, соответственно, нам нужно сделать что-то с этим делом. Поэтому мы вешаем картину с драконом, чтобы здесь было тепло. Здесь у нас уже делается. Вот она, щелочная пыль. Слиток золота. Вот она, вода. И нужно, чтобы здесь была нормальная температура. Сейчас мы ее будем выравнивать. Включим наш двигатель дизельный, который я уже показывал, рассматривал. Но рассматриваю еще раз, пока делается все у нас. Вот он, наш дизельный двигатель. Это 3 слитка из нержавеющей стали, 4 поршня, контейнер IBC и двигатель сам непосредственно. Теперь осмотрим, что у нас тут творится. Температура нормальная. Это у нас все работает. Вот он наш кислород, вот он наш водород. Забираем их. Это у нас здесь было пусто. Кислород. Пусто. Теперь мы забрали вот все. И вот сейчас мы будем получать то, что нам надо. Кислород и водород. Делается у нас при обычной температуре, как здесь было указано. Где у нас со слиточком золота. Тепло, нормально или прохладно. Так, давайте его отключим. Раз прохладно, ему нормально будет. Картину мы снимем. И будем вот делать, соответственно. Он что-то не хочет делаться у нас, как я вижу. Да. Давайте я сейчас по-быстренькому сброшу химический реактор. Потому что, возможно, здесь где-то что-то у меня забилось. Просто у меня почему-то интерфейс немножко подглючивает. И, соответственно, возьмем водичку. Вот она, водичка. Залили. И вот она пошло. Понятно, значит, у меня кончилась элементарно водичка. Просто не отобразилось, значит, что здесь у меня кончилась вода. Все, вот мы получили. Вот он наш кислород. Здесь, значит, водород. Вот он, кислород уже 2000. Это совсем другое. И вот сейчас мы будем забирать. А куда? Я же сказал, забирать. Будем забирать наш... А, я не понял. А почему? Ладно. Мы получили того, что нам надо. Водород. Водород у меня есть. Вот он.
Вот мы водород сюда залили. И, соответственно, полученный водород мы будем синтезировать с магнетитом. Это уже у нас при высоких температурах. Тут я был немножко опрометчив. Надо сейчас забрать обратно свой водород. И мы сюда подойдем. Вот он, водород. Заберем наш алмазик. Мы залили сюда водород. Сюда мы добавляем, соответственно, уже магнетит. Дайте мне магнетита. Продукты питания. Инструменты. Здесь. И вот он наш молибденит. Вот он, магнетит. И, соответственно, все добавляем. Включаем нашу горелку. Здесь у нас высокая температура уже пошла. И, соответственно, нам ничего она не дала. А почему не дала? Давайте посмотрим. Значит, надо больше. Вот он наш розовый водород. Смельтинг. Ну, она должна подходить. И давайте посмотрим, что здесь не так. Это у нас синтезация. Ага. Значит, я не в тот заливал все это время. Да. Я не туда залил, куда надо было. Вот мы получили аммиак. Давайте его обратно выльем. И положим сюда бумажные пакетики. Вот мы получили пакетик с аммиаком. И теперь мы можем, соответственно, здесь выложить рецепт крафта нашего морозильника. Вместо стержня энда положить сюда пакетик с аммиаком. И все будет у нас делаться нормально. А здесь уже, похоже, все досинтезировалось, что я сюда складывал. Давайте еще возьмем пакетиков и проверим для чистоты эксперимента. Вот они, наши пакетики. Мы сюда возьмем, положим несколько и сюда. Добавим воды. И положим, к примеру, пыль щелочная. Вот, она у нас пошло делаться. И вот мы получили пакетики. Кислородный баллон и водородный пакет. Водородный мы забираем. Сюда мы ложим водородный, соответственно. Этого недостаточно оказалось, как вот видите. Сюда мы положим еще пакетиков. И возьмем еще немножко щелочной пыли. Добавим воды. Вот она пошла у нас реакция. Теперь этого будет более чем достаточно. Ага. Вот. Мы сюда сложили водород. Пакетики пустые я выкину. Сюда мы укладываем водород. И вот тут мы уже забираем, соответственно, наш готовый продукт. Вот он, наш пакетик с аммиаком. Отключаем всю эту систему. И вот так вот мы получаем холодильник. Это все мы избавляемся. Далее мы рассмотрим то, что я показывал ранее. Создание предметов. Вот такие вот у нас различные. Вот титанат стронция, но я использовал алмаз. Тем, кому жалко алмазы и достаточно хорошо развился, может делать титанат стронция следующим образом. Химический реактор и титановая пыль, огненный порошок и целестин. Давайте это все уложим сюда. Вместо магнетита мы уже уложим уже, соответственно, алмаз. Сейчас мы отсюда все заберем. А мы не можем забрать, потому что нам нужно опустошить наш реактор. Поэтому возьмем пакетики. Вот сюда мы положим и все это заберем. Все, мы уже все забрали.
Здесь пусто. Здесь у нас, оказывается, что-то еще осталось. Много осталось. Целое ведро аммиака. И все мы это забираем. Сюда мы выкладываем огненный порошок. Ложим сюда титановую пыль. И ложим, соответственно, сюда целестин. Запускаем наш агрегат. И ничего не происходит. Почему? А потому что холодно. Температуры у нас там нету. Той, которую нам надо, UHT. Поэтому мы сейчас вешаем обратно нашего дракона. И вот титанат стронция. Давайте еще раз покажу. Вот титановая пыль. Огненный порошок. И, соответственно, целестин. И вот так вот наш алмазик не тратится, и мы делаем спокойно титанат стронция. Вот. Это мы все отключаем. Тут я убираю все лишнее сейчас. Водород тоже мне не нужен. Целестин, титан. Давайте все сюда выложу. Все лишнее, все ненужное, что нам уже не пригодится. Нет, это мне еще пригодится. И вот это вот все мы тоже. Реакторы не хотят ложиться. Морозильник, ведро. Все, от реакторов уже избавляемся. И возвращаемся к нашим двигателям. Мы делали пресс-формы. Вот мы сделали пресс-формы двигателя. И теперь как ими пользоваться? Мы подходим к нашей прессовочной машине. Вставляем сюда пресс-форму. И вставляем 8 слитков. Давайте, чтобы я не искал долго. Здесь у меня лежали слиточки, помнится, с предыдущих выпусков. Здесь таких у меня нету. Так что придется брать. Брать отсюда. И берем наши алюминиевые слиточки. Возьмем мы побольше. И сложим их сюда. Вот так вот мы сложили. И сейчас мы будем получать части двигателя. После того, как мы получим части двигателя, мы продолжим делать то, что делали. А, соответственно, мы делали наш самый двигатель. Весь процесс я показывать не буду, я просто лишь показываю о том, что, как они делаются. Вот они, части двигателя. Далее это все выкладывается на верстаке, и мы получаем наш целый двигатель. Далее это все складываем в двигатель с вагонеткой. И получаем моторизированную вагонетку. Вот она, собственно, вагонетка. Я ее уже поставил. Сажусь в нее и жму один раз вперед в нужное направление, куда мне надо ехать. То есть по рельсам вперед-назад. Я жму вперед. И вот она сама поехала. Я больше ничего не жму. И она сама едет туда, куда ведут нас рельсы. Вот такая вот удобный транспорт у нас. Не надо никаких вот больше примочек. Поэтому сделали один раз себе такую вот вагонеточку. И можете сделать себе целую станцию метро. Очень удобно. Вот так один раз вперед. И мы поехали. Она дальше сама едет. И не надо вот этих вот активированных рельс и всего остального. Обыкновенные рельсы и вот эта вот моторизированная вагонетка. Идеально, изумительно смотрится. Вот так мы поехали обратно. Теперь рассмотрим, соответственно, уже посложнее крафт, посложнее создание. Заберем наши части двигателя, заменим пресс-форму. И нам нужны БСККО слитки. 4 штуки и титановые. Давайте их возьмем, потому как я уже показывал, как их делать. Рассматривал. Где у нас тут титановые? Вот я взял. И, соответственно, это все складываем. Сейчас у нас будет готов магнит наш первый. Поэтому, те, кто не помнит, я напомню, как делаются эти самые слитки. Делается она из блока. Блок делается из блока пыли. Блок пыли это у нас целестин. Висмутовая пыль 2 штуки. Медная пыль 3 штуки и известняковая пыль 3 штуки. То есть рецепт вначале кажется дешевый. Известняковая пыль это известняк дробленый и, соответственно, медь. Но целестин можно найти в шахтах, в вагонетках брошенных, в закинутых шахтах. А можно и самому добыть из скарновой вены. А теперь висмутовая пыль. Висмутовая пыль уже немножко посложнее будет, потому что нужен висмутинит, висмутин или же кристаллы висмута.
Во всяком случае, висмутинит это у нас зеленая руда. Но, в принципе, можно ее еще и скрафтить. Это золото, то есть любой блок золота, руды, с добавлением синего красителя и черного лотоса, лепестка лотоса. Кстати, о самих лотосах. Если вы будете ловить с очком воду, ну, кликать по ней. Давайте я покажу, пожалуй. Как он там, сачок назывался. Я не помню, как он там точно назывался, поэтому сейчас я его, наверное, по-быстрому сделаю. Для этого нужно 3 палки и, соответственно, 4 нитки. Потому как так будет быстрее. И вот так вот. Ага. Вот он, ручная сетка. И вот так вот, если мы пойдем ловить, к примеру, по воде кликая. Здесь у меня не хочет ловить. На пляже половлю. На пляже самый беспроигрышный вариант. Вот так вот мы вылавливаем различные предметы. Кстати, в начале игры идеально так получать еду. Также вылавливаются нитки и многое-многое другое. И чайный листик, к примеру, даже выловился. А теперь мы получим вот семена. Предположим, я сразу их возьму, потому что во время вылавливания вы можете получить семена. С семенами лотоса обстоят дела следующие. Вам нужно взять блок земли. Я сказал земли, а не травы. Здесь его расположить, потому что лотосы на песке не будут расти. И вот так вот на блок земли мы кликаем. Но прежде чем мы будем кликать, нам надо эти семена прорастить. Вот положим семена и получаем корень лотоса. Вот это самый корень лотоса мы и будем сажать. Вот так мы его посадили. Сейчас я возьму костную муку и немножко подускорю. Но есть один нюанс. Есть сезоны. Вот так. Он отказывается расти. Как я и говорил, как я предполагал, о сезонах. Вот, я его ускорил. И вот, как видите, вот так вот он выглядит. Лотосы начинают цвести примерно летом. И к осени вы можете собирать урожай. То есть вырастают цветы лотоса. Они бывают красные, бывают черные. И их, соответственно, собираете. И из этих вот самых черных цветков лотоса вы и можете сделать то, о чем я уже упоминал. Вот этот вот самый БСК слиток. Если быть точнее, сейчас поясню немножко. Висмут, вот этот висмутинит, чтобы его долго не искать. Я вот, к примеру, выращиваю лотосы и вот получаю вот эти вот самые черные цветки, чтобы получить висмутинит. И долго не искать его. Потому что это много плавать надо, вот крупную голубую руду искать. И вот так вот мы получаем. В общем, мы получили наш магнит. Предположим, что мы сделали 2 магнита. Сделали вот морозильник, шпиндели и седло. Собрали наше магнитное судно. И когда вы собрали его, вы его поставили и обнаружили. Обнаружили следующее. Вот так вот. Shift правый. Вот оно стоит. Вы можете на него сесть, но оно не двигается, оно не летает. Кто-то подумает, почему и это, а теперь объясню почему. Подходим к судну, жмем Shift правый и смотрим. У него есть инвентарь, мы можем складывать вещи сюда во время путешествия, когда вы что-то собираете. И, соответственно, забирать их. Но магнитное судно будет у нас, нужно ему топливо. Если кто-то подумал, что ему нужно, к примеру, вот масло, вот, к примеру, масло, видите, оно не летит, оно не работает. Здесь нельзя использовать ни масло, ни, соответственно, ни лаву. Здесь нужны другие источники топлива. Сейчас я о них как раз и покажу. Вот это вот агрегаты, которые я здесь собрал из дизельного двигателя, который я уже показывал, объяснял неоднократно. Это 4 поршня, контейнер IBC, двигатель и, соответственно, 3 стальных слитка. Стальных или нержавеющих? Из нержавеющих сталей. И вот, соответственно,
Давайте его включим. Вот наш холодильник. Здесь должно быть абсолют. Уберем нашу картину, чтобы она нам не сбивала температурный режим. И вот обморожение сейчас, и должно дойти до абсолюта. Вот так вот мы все это дело закрываем, потому что дизельный двигатель все-таки греется. Обморожение нам нужно выше. Тут надо заменить вал. У меня тут стоит не тот вал, поэтому я и не получил бы то, что мне надо. Вот так вот ставим. Тут я вернусь все-таки стеночку. И вот, мы получили абсолют. И теперь мы начнем производство, соответственно, нашего топлива для вот этого вот транспорта загадочного. Тут я еще не все забрал. Возможно, там еще что-то осталось. Надо сейчас опустошить. Вот так вот возьмем. И опустошим остатки. Все, здесь мы опустошили. Воды здесь нету. Здесь тоже ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Изумительно. Теперь, когда мы все опустошили, все очистили, и для того, чтобы получать нам топливо для нашего транспорта, нам нужен уголь. Уголь нам надо раздробить до угольной пыли. Лучше всего делать через молотковую мельницу. Так больше всего вы будете получать не один к одному, а соответственно уже вот, к примеру, с каменного угля через титановую сетчатую пластину будете получать угольную пыль и 3 куска угля, которые потом переработаете на обычной молотковой мельнице титановой, и еще 2 угля получите. В общем-то, выгодно. Это мы все берем и складываем. Складываем наш реактор. Но чтобы вас не смущало, что здесь есть якобы вода, потому что у меня интерфейс почему-то глючит, я его перепоставлю. Тут вот все пусто. И ввожу угольную пыль. И вот мы начинаем получать. Давайте я сейчас возьму еще угольной пыли. Возьму побольше. И все это положу. И вот так у нас идет переработка. Она остановилась. Соответственно, потому что у меня уже все заполнено. Все ячейки. И сейчас, соответственно, все это покажу. Мы возьмем, к примеру, вот пустые пакетики. Мы получаем пакет с азотом. А здесь мы будем получать пакет с кислородом. Кислородный баллон, к примеру, если вы сделали их, вы можете подойти к воде и использовать правой кнопкой мыши. Вот так вот. Вы будете получать водное дыхание на 1 минуту. Очень удобно, очень практично. Вот так вот делается у нас, по сути, из ничего топливо. Сейчас мы его заберем. Вот пакетики с азотом. У нас 30 штук уже. И подходим к нашему транспорту. Давайте встанем и сложим сюда азот. И вот он начинает у нас накапливаться здесь. Сейчас у нас идет заправка транспорта. Когда вы полностью заполните транспорт, его хватит вам на очень-очень долго, потому как он азота потребляет не так много. И, соответственно, сейчас мы будем летать. Летать, передвигаться, перемещаться, кому как удобнее. И вот так вот. Транспорт может ходить по любой поверхности. Как видите, я вот на воде. Он летает, он парит. Ему вообще по барабану, хоть над лавой. Вот так вот я могу по препятствиям подниматься. Несложным. Вот так вот я в стеночку упираюсь и начинаю подниматься вверх. Вот такой вот универсальный транспорт. Намного лучше, чем вот эти унылые лошади. Очень приятно так. Я вот с ним очень часто путешествую. Это мой, пожалуй, самый любимый транспорт. Вот я над лавой. Казалось бы, мне должно быть очень жарко, но из-за того, что транспорт у нас работает на азоте, мне будет прохладно. К тому же тут еще и зима дает о себе знать. Вот так вот я на гору поднимаюсь. И вот сейчас пойду к жителям. К этим неандертальцам, которые только-только научились держать в руках лопаты, вилы, для того, чтобы спахивать урожай. И вот, как видите, он не портит урожая вообще. А вот я лошадь подобрал. Да, особенность этого транспорта, он может подбирать
животных или же компаньонов. Если у вас, к примеру, есть моды, такие как у меня, на горничных или же на милых роботов, то они будут с вами путешествовать. Давайте я сброшу эту лошадь. Вот она слезла. Я слез, и она сразу слезла. Вот так вот делается у нас наше магнитное судно. Изумительный транспорт, пожалуй, мой самый любимый. Теперь посмотрим, сколько он потратил у нас азота. Вот, считайте, у нас 5 ведер азота. Немножко полетаем. Давайте я, к примеру, на крышу залезу. И вот здесь вот остановлюсь. И он почти ничего не потратил. Вот так вот. Оп. Давайте вернемся. Давайте для теста положим один пакетик, возьмем. И обратно сложим. Да, как видите, он ничего не потратил. Вот так выглядит от первого лица. И вот так мы летаем. А теперь вернемся к нашему транспорту, на котором мы остановились. О, как интересно. Я просто подлетел к стенке. Я ничего не жал. Вот, вот показываю. Подлетаю к стенке. Еще подлетаю. И остановился. Больше я ничего не жму. Он сам поднимает наверх. Изумительно. Про вот этот момент я не знал. Ну что ж, а теперь к нашему скутеру. Скутер делается немножко посложнее, чем магнитное судно. Но оно, я бы сказал, по уровню полезности даже ниже, чем магнитное судно. Потому как вот шины. С шинами я уже показал. Очень много вот гемора, скажем так, мути. Топливный газ, аммиак. Топливный газ делается из карбида. Карбид у нас делается из топливного кокса и известняковой пыли. При температуре UHT, ультравысокая. Давайте посмотрим, как делается кокс. Кокс это уголь и обычная пылающая духовка или выплавка. Вот так вот муторный такой крафт. Вот так мы ездим на скутере нашем. Ой, меня засосало немного. Вот так вот выглядит. Вот так вот он ездит. Он тоже подбирает, как и магнитное судно, животных, ну или же компаньонов. И также сбрасывает без проблем. Если на него нажать Shift правый, у него есть топливо. Соответственно, пока я нахожусь в креативе, в творческом, он будет вот так вот ездить. Давайте я сейчас выйду из творческого и покажу гейм-моды. Моды 0. Нет, он все равно ездит. Почему он ездит, я не знаю. Вообще он не должен был ездить. Давайте проверим тогда другой момент. Если мы положим сюда топливо, а топливо у нас является, насколько я помню, масло. Или масло, или керосин. Сейчас я уже точно не скажу. Сейчас корова у нас зарканит. Да, масло. Вот пошли партиклы. Да. Без топлива он как-то побыстрее ездил. Или он так сейчас ездит плохо по вот этой вот пересеченной местности. Сейчас я это проверю и покажу. Так, ничего не потратил. Давайте возьмем, к примеру, малахитовую граблю. Малахитовая грабля у нас к инструментам относится. И посмотрим, как она ездит, соответственно. Вот так вот. По-быстренькому это все выровняем. И посмотрим. Да, она вот так вот ездит. Транспорт. С использованием вот этого вот самого масла. Вот этого вот выжимки. Так что жидкое топливо, например, масло семени, да. Здесь так и написано. Он двухместный. Такой вот транспорт. Я его, пожалуй, здесь брошу, потому что он мне не нравится.
Но скутер стоит сделать, если вы хотите получить достижение. Вот оно. Путешествие на скутере. Но я бы рекомендовал все-таки вот делать его. У него и скорость выше, и он намного удобнее. Вот так вот. Вот на этой ноте, пожалуй, мы и завершим, наверное. Сейчас я посмотрю. Ничего я не забыл. Ничего, все упомянул. Части двигателя я показал. Транспорт я показал. Холодильник показал. И это, титан стронция. Значит, в этом выпуске, пожалуй, все. Здесь было все показано в этом выпуске. Что ж, всем спасибо и до встречи в следующем выпуске. А в следующем выпуске пока еще не придумал, что показывать, потому что тематику автоматизации мы уже всю прошли. Мы уже тут все закончили. Осталось только рассмотреть напыление. Осталось рассмотреть ядра телепортации. То есть это будет сложная тема. Для этого мне нужно будет подготовить форму, площадку. И поэтому вот это все мы будем рассматривать. Хотя, в принципе, в следующем выпуске мы будем рассматривать пока вот такие вот цистерны. Я их еще не рассматривал, еще не показывал. Покажу, как они делаются, как они собираются и зачем они нужны. Так что следующий выпуск у нас будет микровыпуск, я бы сказал, по вот таким вот небольшим вот цистерночкам. Что ж, всем спасибо и до скорой встречи в следующем выпуске. Всем пока, счастливого дня.